Итак, Павел, вы хотели сообщить мне какую-то важную информацию. Расскажите по порядку, с чего все началось? Хорошо, Ольга. Все началось несколько месяцев назад. Я снимаю артхаусное кино. То есть кино, смысл которого понятен только самому режиссеру. Знаете, есть фильмы категории «Б», а у меня фильмы категории «ББ», без бюджета. Но совсем без расходов не получается, поэтому мне приходится занимать деньги на свои проекты. И не всегда удается отдавать вовремя. Однажды я узнал про эксперименты некоего ученого, доктора Бабарика, который разработал биотехнологию, с помощью которой любой человек может обрести способность к фотосинтезу, и вынужден был повторить этот эксперимент. В результате я приобрел некоторые сверхспособности. Например, мог подолгу обходиться без кислорода, обрел сверхвыносливость и сверхсилу, что поначалу ошеломило меня. Это невероятно! Но это было только начало. Далее во мне проснулась тяга к духовному развитию. Со временем я понял, что все мы, люди, природа, одно, и мы должны жить в гармонии друг с другом. Мне не давала покоя мысль, озвученная доктором Бабарика, что, возможно, где-то существуют подобные нам люди, люди F, обладающие способностью к фотосинтезу, и что все негативные изменения, происходящие с нашей планетой, не случайны. Я говорю про промышленные выбросы углекислого газа и глобальное потепление. Что, возможно, повышая концентрацию углекислого газа в атмосфере с 0,03% до 0,04% и выше, люди F начали менять планету под себя, создавая более комфортные условия для своего существования. Это очень интересно, Павел. Что же было дальше? Дальше я решил найти этих людей. Во-первых, мне было интересно взглянуть на подобных себе. А во-вторых, я хотел предупредить их о том, что путь, выбранный ими, неправильный и приведет к разрушению хрупкого баланса между природой и цивилизацией. Уже сейчас гибнут целые экосистемы и разрываются пищевые цепочки. Пока еще мы можем остановить эти разрушительные процессы. Об этом я хотел бы им сказать. И вы нашли их? Это непростая задача. Я понимал, что люди F проникли во властные структуры многих государств и сейчас обладают огромными ресурсами для того, чтобы запустить такие глобальные изменения. Собирая информацию, вскоре я увидел всю картину в целом и захотел, чтобы эта информация стала достоянием общественности. Дальше я вышел на одну московскую журналистку, которой все это было интересно, и дал ей развернутое интервью, после которого у меня и начались все проблемы. О каких проблемах вы говорите? Меня хотели убить. Люди F поняли, что моя информация может нарушить их планы, и решили убрать меня. Для такого рода дел у них есть специально подготовленные убийцы, дриады, с виду хрупкие девушки, но по сути идеальные машины убийств, обладающие сверхсилой и сверхвыносливостью, безжалостные и лишенные всяких эмоций. Мне приходилось участвовать во многих схватках, но это было самое тяжелое. И что, вас убили? Почти. Дриада не учла, что теперь я могу подолгу обходиться без кислорода, и меня невозможно задушить. Хорошо, Павел. Давайте вернемся к самому интересному. Что конкретно вам удалось узнать, из-за чего вы оказались в опасности?
Собирая информацию, я понял, что углеводороды – это не только топливо для наших машин, кораблей и самолетов, но и для исторического процесса. За любыми важными событиями в сфере политики и экономики стоят нефть и газ. К примеру, все знают, что под Каспийским морем спрятаны миллиарды баррелей нефти и триллионы кубометров природного газа. Это был стратегический запас еще Советского Союза. После распада Союза в начале 90-х все эти богатства достались Азербайджану, Казахстану и Туркмении. Получается, Россия осталась ни с чем? Верно. Единственное, что теперь ей оставалось, это получать прибыль от транспортировки углеводородного сырья через свою территорию. Углубитесь в историю нефтепроводов Баку-Новороссийск и Баку-Тбилиси-Джейхан, и вам откроются истинные причины многих вооруженных конфликтов на территории Кавказа. Власть и средства массовой информации никогда не скажут нам всей правды. Где вы собирали всю эту информацию? И при чем здесь люди F? Вся информация лежит на поверхности. Нужно лишь сопоставить факты. Интересы людей F касаются всего, что связано с углеводородами. Дальше было еще увлекательнее. Нестабильная ситуация на Ближнем Востоке, Северный поток-2. Павел, почему вы решили поделиться этой информацией? Вы же тоже теперь принадлежите к людям F. По крайней мере, биологически. Люди должны знать правду. Вы упоминали некую журналистку, которой уже давали интервью. Разве я такое говорил? Да, что-то было. С вами все в порядке? Я не знаю. Вы выглядите утомленным. Скажите, кто была та журналистка? Постойте. Я не могу вспомнить. Так это вы были той журналисткой. Павел, вы что-то путаете. Мы с вами видимся впервые, и это наше первое интервью. Но это точно были вы. Я вам уже давал интервью какое-то время назад. Павел, успокойтесь. Вспомните, кто вы. Я не понимаю. Вспомните, где вы находитесь. Вы пациент психиатрической клиники. Вас привезли к нам несколько недель назад с острым психическим расстройством. На вашей шее были обнаружены следы удушения. Предположительно, вы пытались покончить жизнь самоубийством. Несли бессвязный бред про какие-то бактерии, углекислый газ, дриад. Мы провели медикаментозное лечение, и теперь вы на пути к выздоровлению. Я вам не верю. Этого не может быть. Хорошо, Павел, успокойтесь. Расскажите мне тогда, что произошло с тем человеком, у которого вы занимали деньги на съемки фильма. Вы еще рассказывали, что у него была собака. Я не могу вспомнить. Сложно вспомнить то, чего не было. Постарайтесь спокойно к этому отнестись. Этого человека не существует. Но я его видел. Возможно, вы видели одного из наших пациентов. Он таскает хлеб из столовой и подкармливает им дворнягу, живущую на территории клиники. Возможно, вы видели где-то и других участников вашей истории. Ваша фантазия дорисовала все остальное. Павел, сейчас вам пора возвращаться в палату и принять лекарства. Давайте доведем наше лечение до конца, хорошо? Павел, вы молодец.
А доктор Бабарика, он существует? Да, конечно. Сергей Александрович – это наш главврач. Я сделала все, как вы велели. С помощью нейролептиков и гипноза мы убедили пациента в том, что все произошедшее с ним – это плод его больного воображения. Галоперидол в сочетании с аминозином творят чудеса. Он мне поверил. Надеюсь, я хорошо справилась со своей ролью. Жду оплату, как договаривались.